Всем привет! Мы продолжаем серию видеороликов под названием «Ретроспектива», где мы с вами рассматриваем различные масштабные модели, копирующие советские прототипы. Герой сегодняшнего видеоролика – всем известный седан ГАЗ-21 «Волга». Я вам приготовил две китайские интерпретации. Конечно, это модели из разных ценовых сегментов, и вы спросите, а почему я не показываю отечественный образец и не сравниваю его с журнальным аналогом? Дело в том, что в советское время ГАЗ-21 «Волга» в 43-м масштабе никем не предлагалась. Конечно, на начало 90-х годов такую модель выпускали различные мастера-одиночки. Также чуть позже появились вполне хорошие модели от различных мастерских, но их не стоит брать в расчет, потому что, во-первых, у них, можно сказать, единичные тиражи. Эти модели стоили намного дороже, и в плане передачи образа настоящего прототипа они порой уступали даже недорогому журнальному изделию. И я вам приготовил модель из серии «Автолегенда СССР», выпуск номер 73. Этот номер поступил в продажу в ноябре 2011 года. Его рекомендованная розничная стоимость на тот момент составляла 279 рублей, хотя свою модель в киоске я покупал чуть дороже, по-моему, за 320 рублей. И обычно в киосках эти выпуски продавали за 300-340 рублей, в зависимости от места расположения киоска. И этот журнальный образец мы сравним с более дорогостоящим изделием в коробочке Neo Scale Models. И модель от Neo тоже приблизительно 2011 года. И интересно то, что у Neo на тот момент был вполне обширный ассортимент различных 21-х и 22-х «Волг». Был и полноприводный вариант, также модели с правосторонним расположением руля, различные экспортные модификации, и в общей сложности у Neo можно насчитать около 25 различных вариантов исполнения базовых масштабных моделей. И, конечно, в журнальной серии все намного скромнее, но они охватили базовые модификации первого поколения, второго, третьего, также универсал. В рамках проекта «Автомобиль на службе» вышла милицейская «Волга», и также, по-моему, был двухцветный вариант окраски в рамках проекта «Автолегенда СССР лучшая». Но эти модели сегодня мы рассматривать не будем. И чтобы освежить в памяти то, как выглядел настоящий прототип, я вам приготовил журнал. Давайте его быстро пролистаем и посмотрим на этот замечательный автомобиль поближе. На лицевой стороне журнала есть фотография настоящего автомобиля, тоже в черном цвете. Есть также фото автомобиля, вид сбоку, черно-белая фотография. Написано, что это съемка для рекламы «Автоэкспорт». И экспортный вариант немножко отличался от базовой модели. У него больше хромированных декоративных элементов. И, кстати, все мелкие хромированные детали вполне хорошо реализованы на модели от Neo Scale Models. Испытания. Также машина на экспозиции ВДНХ. События, которые происходили в стране на тот период. Кадры из кинофильма, дальние родственники, Ford Consul 2 и Peugeot 404. И, кстати, интересно то, что почему здесь изобразили Ford Consul. На мой взгляд, более близкий автомобиль будет американский Ford Mainline. Но, видимо, издателям понравился этот экземпляр. Также есть плакат, который при желании можно повесить на стену. Интересно то, что на этом образце добавили white-wall на покрышке. Другие ракурсы, вид изнутри. Очень симпатично сделана приборная панель. Моторный отсек. Также схематический чертеж, технические характеристики, другие варианты исполнения, такси, праворульная «Волга», и написаны характеристики различных модификаций. Анонс на следующий выпуск RAV 22038 Латвия. Такой микроавтобус тоже есть в моей коллекции.
Давайте начнем с обзора журнального экземпляра. Модель покрашена довольно аккуратно, хотя в некоторых местах могут встречаться различные пятнышки клея. И также не стоит забывать, что это относительно недорогие изделия, поэтому у них низкокачественные материалы, из которых модель изготавливаются, и также могут встречаться криво установленные элементы. Этот экземпляр я не дорабатывал, вот именно так модель поставлялась журналом. Черный неокрашенный салон, дверные ручки обозначили серебристой краской, задние фонари из прозрачного пластика, и недостаток в том, что нету окантовки корпуса. Вместо регистрационных номерных знаков здесь таблички с надписью «Волга». Колесные диски окрашены белой краской, выделены хромом колпаки, и технология покраски этой детали следующая. Сначала полностью деталь хромируют и затем выделяют обод белым цветом. И при желании вы можете аккуратно ватной палочкой стереть белый обод и сделать полностью диск в хроме. Решетка здесь более-менее нормальная, даже зачернены отверстия, но опять же, на мой взгляд, она немножко уже, чем должна быть на настоящем автомобиле. И вид этой масштабной модели портят переразмеренные фары. И опять же, очень некрасивые черные точки, которые по-хорошему нужно убирать и делать подложку из фольги. На передних крыльях красуется надпись «Волга». Также серебристой краской обозначили декоративные молдинги на верхней части переднего и заднего крыла. И у этой модели довольно примитивно изготовлено днище. Еще одно интересное наблюдение, то что нижняя часть этого автомобиля взята от милицейской «Волги», и это выдает надпись ГАЗ-21Р «Волга Милиция». И тоже можно представить, как будто это спецавтомобиль. И при желании можно добавить противотуманные фары на передний бампер, дополнительное оборудование в салон, и тогда получится некая догонялка. Давайте теперь посмотрим на модель в коробочке NeoScale Models. Оформление коробки здесь в черном стиле. На нижней стороне есть различная информация, которая касается данного бренда. И мне нравятся модели от Neo, хотя у них тоже есть иногда огрехи в плане передачи образа прототипа, и данная Волга не является исключением. Например, здесь не совсем верно сделана задняя часть, и, на мой взгляд, свес немножко больше, чем должен быть на настоящем автомобиле. Но, опять же, это не сильно бросается в глаза, и в целом данная масштабная модель отлично передает образ вот именно настоящей Волги. Здесь уже лучше сделано лобовое стекло, очень много деталей из фототравления, и, к счастью, на этом образце эти детали не отлетели по прошествии времени. Единственный момент, который мне не очень понятен, почему на этом образце поставили современные российские номера, и также еще один момент — это декоративные вайтволы на покрышках. Опять же, можно списать это на то, что данный автомобиль уже отреставрирован, но хотелось бы видеть более правдоподобный советский облик этой масштабной модели. Интересная форма зеркала заднего вида, отлично проработан салон, очень ажурно изготовлено рулевое колесо, также красиво смотрится панель приборов, на крышу добавили небольшую антенну. Фары здесь с желтоватым оттенком, и они довольно мутные. Хотя, если выбрать определенный ракурс и сделать хорошие фотографии, вот именно с такой осветительной техникой модель выглядит очень реалистично. Опять же, здесь лучше получилась облицовка радиатора, и в целом геометрия у этого экземпляра, на мой взгляд, более правдоподобна. Можно поставить два автомобильчика рядом, и вы можете наглядно видеть, у модели сильно отличаются определенные узлы. И также могу вам показать, как автомобильчики
выглядят сбоку. Хотя, еще раз повторюсь, журнальная модель за свою цену более чем нормальная. И аналог от Neo стоит как минимум в 10 раз дороже. И для многих людей не принципиально то, какие огрехи есть на масштабной копии. Главное заполнить пробел в коллекции, и в принципе именно этим и хороши различные журнальные серии. Вы относительно недорого можете приобрести желанную модель. Пишите ваши комментарии, что вы думаете о масштабных копиях ГАЗ-21 Волга от Neo Scale Models. Достойна ли это замена журнальному варианту, или все же лучше ограничиться недорогой бюджетной китайской моделькой и накопить денег на что-то более стоящее? Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Вступайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Жмите на колокольчик, если вы не сделали этого раньше, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео на этом канале. И можете заглянуть на мой второй канал, там тоже выкладываются видеоролики на те модели, которые я демонстрирую здесь. На сегодня это все. Пока-пока.